Всем привет! Сегодня чудное воскресенье, и мы вышли на прогулку. У нас было в планах Нишанташи и парк, но погодка внесла свои коррективы. У нас был ливень небольшой, поэтому мы посмотрим по ходу дела, куда мы идем. Пока по плану Нишанташи. Мы вышли, и был небольшой дождь, мы думаем, все-таки подождем, мы не пойдем в тот парк, потому что все-таки очень далеко идти. Ну как далеко, прилично. Мы промокнем, и эта идея отпала сразу. Но мы зашли, нам нужно было покормить кота подруги. Мы покормили его, вышли, и дождя нет. Поэтому пока идем за кофе. Любимый Лилин загон, потому что мы сюда приходим и бегаем с ней. Поэтому, когда она видит его, она постоянно тянет вовнутрь. Каждый поход на Нишанташи для нас это настоящий челлендж и спорт. Потому что живем мы на вот этой горе. Вот. А на Нишанташи нам подниматься по еще одной горе. Почему-то камера никогда не передает реальных размеров горы. Но она тут реально есть. Вот, собственно, и гора, по которой мы поднимались. И мы это сделали. Нишанташи в воскресенье в первой половине дня волшебный, ибо никого нету. Просто прекрасно. Один из наших любимых мест вблизи дома для прогулок. Мы это называем Заманташи по названию этого обелиска. Заман — это часы, а Таш — это камень. Получается, каменные часы. Но мы называем так этот парк, но тут очень мило. Лила. Зимняя коллекция. Можно две. Заверните все. Christmas blend. Ничего не слышу. Вкусно все. И гинджербред. Что кушать? Это наш самый любимый Starbucks. Вплоть до того, что она знает по именам, что мы пьем. Мне кажется, нам можно прописку получить. Стамбульскую. Старбаксовскую. У нас очень хороший район, престижный район. Здесь очень много магазинчиков, бутиков, начинающих дизайнеров. И просто классное место, чтобы немножко отвлечься от восточной жизни. Тут все более европезированные, более open-minded, стильная молодежь, поэтому мы очень любим сюда приходить. Очень классный магазин. Там одежда не фантастически дорогая, но там очень хорошее качество и хорошие модели. Поэтому рекомендацион. Популярный супермаркет, потому что он находится с Мачкой парк. И все перед походом в Мачку парк ходят сюда закупаться винишком, пивом, закусками. Погода становится быть хорошей, поэтому мы таки решили дойти до Мачки парка. В нем летом заседает очень много людей. Где-то около 10-11, начала 11 вечера. По ощущениям было 1005 человек одновременно. Это случилось после того, как нас перестали закрывать на локдауны. То есть вот как раз первые несколько недель, когда люди дома насиделись, и всем хотелось общения. Видишь то колесо? Это по идее оно должно делать такое солнышко. Нет, я думаю, это как на сноуборде или на скейтборде ты катаешься, равновесие. Понятно. Там дальше впереди находится концертная зона, куда если приезжают какие-то звезды, типа Imagine Dragons, Marshmello. Когда приезжал Marshmello, и мы как-то ступили купить билеты. Они стоили 90 лир, а на то время это, я не знаю, долларов 15 было. Мы вот там вот возле заборчика стояли и через сеточку смотрели. Зато получили экспириенс такой интересный. Парк, он весьма большой, но не самый большой в Стамбуле. Рядом два университета, как бы он находится между двумя кампусами. Поэтому сюда студенты после парк приходят релакснуть винцом. Здесь очень много собачников всегда. У нас тут завелась подруга ворона, которая Лила ее гоняет, она улетает. И через минутку-полторы возвращается. И снова дразнит Лилу. Все, Лила, подруга улетела. Бубль-смубль. Лила себе сегодня выбрала палку по размеру. Это осень золотая.
Вообще, было бы круто поехать в лес. Но права мы пока не получили. Машины у нас нету. До леса никак не доехать. Поэтому мы гуляем в парке. А ты хочешь в лес? Да? Пила, хочешь в лес? Typical Turkish dogs, як то кажуть. Вот оно себе лежит, такое толстое. Ну, так вообще все равно. На собак, на происходящее. И вон вторая. Тут уличные собаки очень добрые, очень толстые и ленивые. Прям как мы. Их всех отлавливают, кастрируют и выпускают. Им вообще все равно на территорию. И они могут погавкать. Просто встать такого вуф и все. Муниципалитет всегда кормит. И просто люди кормят. Поэтому они толстенькие, им за еду драться не надо. И они добрые все. Ну, почти. Сейчас мы будем идти мимо нашего любимого магазина декора. Обычно к каждым праздникам тут очень красивый. Обычно в этом магазине очень много праздничного декора. А сейчас сплошные рамки. Это было единственное место практически, где можно было что-то оригинальное к праздникам купить. Ила, тоже выбираешь? Нет, она вот что нашла. Смотри, миссия невыполнима. Не ворчи, ну пошли. Но в соседнем магазине творится красота. Мы обязательно хотим, чтобы в нашей квартире были вот такие вот ниши. Такая, вот такая, вон такие. Куда мы будем ставить пышную елку. Это, мне кажется, так круто иметь такую нишу. Да? Да? Что да? Про ниши в квартире. Что в нашей идеальной квартире обязательно должна быть вот такая ниша. Выемка. То я думала, ты снова меня словила на вот этом вот, что ты сказала, а потом такая, да? Я такой, да. Ты такая, ага, все сказал, да, тогда да. Нет. Где будет стоять пышная елка. Беляш, ты остаешься на хозяйстве. Там стирочка небольшая, помыть посуду и что-нибудь приготовить к ужину. Пока. А мы пошли опять по делам. По своим. Мы в Зорлу-центре. Это вот такой огромнейший торговый центр. Сейчас проходит Формула-1 в Стамбуле. Выглядит просто как самолет. Здесь транслируют награду. На первом месте Британия, на втором Мексика, на третьем Германия. У нас здесь особая миссия. Мы сюда ходим на особый шопинг. Это единственное место в Стамбуле, да и вообще в Турции, наверное, где есть супермаркет Итали. Это знаменитые итальянские супермаркеты и рестораны. Они находятся в Нью-Йорке, в Лондоне, в Риме. Когда мы скучаем по Италии, мы любим прийти, закупиться и вспомнить Италию дома. Знаменитый итальянский хлеба. Фокаччи, он уже есть фокаччи. Макароны. О, смотри, помнишь, мы хотели? Да. Да, этот соус супер. Он вообще ко всему подходит. К пасте, к пицце, просто на, не знаю, какую-нибудь чабату. А, ты взяла уже? Йогурт? А зачем сюда йогурт? Фейнер 5%. Но йогурт меня смущает. И так каждый раз, когда мы попадаем сюда, Настя танцует. Потому что моя душа болит. Виоли альтер. А? Альтер. Мелкий. Мне нравится название
название этой книжки. Никогда не верьте худому итальянскому шефу. Но это правда. Как может быть итальянский шеф настоящий худый? А можно меня депортировать в Италию? Кто-то нашел пиццу с порчини. Я нашел пиццу с портини. Есть такая история, мы, когда приезжаем в Рим, мы первым делом бежим в местную пиццерию, покупаем 2 куска больших пиццы с порчини. Портини — это белые грибы на итальянском. Мы, наконец, дома. Купили немного продуктов, потому что ждали гостей. Но гости сегодня не смогли к нам приехать, и мы решили, что нам достанется больше. А что достанется больше? Пицца! Это колбаса, суджук, она полусырая. У нас нету другого варианта. Я слепила из того, что было. Лила, ты главный помощник? Просто уже ready to go. Настоящая итальянская пицца. Очень мокренькое, то есть оно правильное, живое. Polpo di pomodoro al basilico. Соус. Этот. Вон даже кусочки помидорчиков есть. И базилик. Максимально, насколько возможно, мы раскочегариваем духовку. У нас это 300 градусов. Отправляем туда пиццу. Вторая пицца у нас просто маргарита. Немножко сверху сушеного ориана. В Турции он называется кикик. А тем временем та пицца просто обалдусечка. Мамма мия! Выглядит очень аппетитненько. Всем приятного аппетита, если кто-то кушает. И всем пока-пока! Пока!